Они меня снесли, получается, палкой, и все, я упала, они меня давай, запинывать. Две несовершеннолетние девочки напали на Анну и зверски издевались над ней. Сильно Аня пострадала? Ей накладывали 9 швов на голову. Господи, какой кошмар. Продавщица в магазине, видя, что вы забежали уже в крови, даже не вызвала полицию? Все, потом я вообще ничего не помню. И вот 2 дня я лежала, вообще не вставая. Вы единственная жертва этих девочек? Еще есть девчонка, также ее избивали. Сначала налетела 15-летняя. И в итоге они вас ударили? 17-летняя сзади подошла и с кулака мне по затылку. Банда девочек ходит по городу, терроризирует. Возбуждено уголовное дело в отношении 2 несовершеннолетних. Девочек надо лечить с психологом, помочь им. Так они завтра кого-нибудь прибьют. Я бы не давала никакого шанса на какие-то исправления. Но бывший парень одной из них приехал к нам в студию. Добрый день. Несколько дней назад в сети всплыло видео. Драка это не назовешь. Это очень жестокое избиение. 27-летнюю девушку избили ее собственные подруги. Надо заметить, что подруги подростки. Одной 15, другой 17 лет. История дикая, тем более, что выясняется, что это не первое избиение. И девочек этих маленьких побаивается весь Биробиджан. Сегодня в нашей студии Ольга Большакова из Биробиджана. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Что у вас случилось? Рассказывайте. В нашем городе произошло нападение на девушку Анну. Это произошло 5 ноября этого года. 2 несовершеннолетние девочки напали на Анну и зверски издевались над ней. И кто-то это снял на видео? Да, их 3-я подружка, девочка 12 лет. То есть это намеренно кто-то снимал, да? Да. То есть это не случайная запись? Да. 12-летняя девочка снимала это? Да. Какой кошмар. Там еще был мальчик очень маленький, лет 8. Это племянник одной из девочек. Которая Да. била? Угу. И что он там делал? там говорил, смеялся, как будто это все нормально, как будто так и должно быть. Сильно Аня пострадала? Да, после этого инцидента ей накладывали 9 швов на голову. О, Господи, какой кошмар. Нам придется посмотреть это видео, чтобы понимать, с чем мы имеем дело, поэтому внимание на экран. Я сказала, ты не напугалась. Да хватит уже! Четко было! Убей меня уже! Давай, бьем ее! Мы сейчас посмотрели 45 секунд этого видео, а избиение продолжалось около часа. А вы откуда об этом узнали? Мне скинула это видео девочка моя знакомая, но попросила его не распространять. Но я все-таки посчитала, что это нужно придать огласке, и закинула эти видео в группу нашего района. Вы нам до программы рассказали, как это видео к вам попало. Давайте глянем. Я сидела, лазила в интернете, и мне пришло СМС от моей знакомой. Она мне скинула видео. Меня это напугало, но не удивило, потому что это уже не первый раз. И это было ожидаемо от этих девочек. Я посчитала, что это должно придаться огласке. Вообще Аню трижды они избивали, дважды было при мне. В соседнем доме от этого проживает семья. Она залезла в пустующую квартиру и открыла дверь. И так они там прописались и живут нелегально. Чего вы здесь стоите, снимаете? Снимайте дома, чё? Здесь интересно или чё? Себя снимите! Беспонтовый! А вот это кто орет на видео? Это мама одной из девочек.
Одной из девочек, которая избивала. Да. И это именно про ее семью вы рассказали, что они вообще влезли в квартиру и живут там нелегально. Да. А родители-то этих девочек что-то говорят публично, по крайней мере? Я знаю, что мама одной из девочек, которой 17 лет, ей очень стыдно, она звонит Анне и интересуется ее здоровьем. А вот эта мать, которая орала на видео, это мать 15-летней. Да. И ей все равно. Они высмеивают этот инцидент. Как? Откуда вы знаете? У нас есть группа, в которую я как раз-таки скинула эти видео. Она туда писала. 15-летняя девочка изначально туда начала писать и говорит, что мы ее избили, потому что она не умеет правильно выражать свои мысли. Ну, у нас есть часть этой переписки, давайте посмотрим. А для чего вы это сделали? Что такого вам сделала девушка, что вы над ней так поиздевались? Да просто она не умеет выражения искать, и речь тоже у нее не лучше. А что вы 1 на 1 не вышли с ней? Что вы толпой налетели? Я ее била одна, потом вторая налетела. А уголовное дело-то возбудили? Я знаю только по слухам, что им дали штраф в 50 тысяч рублей, и суда не будет. 17-летняя девочка избивала Аню до этого еще. Разбила Ане голову кирпичом. Ну, тут Аня их подружка, что ли? Я не понимаю. Тут надо сказать, что... они, да, А дружили. сколько Ане лет? 27. Ну вот я и говорю, к Ане тоже будут вопросы. Поскольку Аня к нам приехала, я и хочу у нее спросить, как так получилось? Я прошу, пожалуйста, накажите этих девчонок, так как они меня чуть не убили. А это ваши подружки? Знакомые. Ну, вы с ними дружили, я так понимаю. Так погодите, вот мы так понимали, что они и раньше вас тоже трогали, нет? Да, был момент. А вы после этого все равно продолжали с ними дружить? Почему? Не знаю. Ну, они звонили, так мы гуляли там. слушайте, объясните мне, пожалуйста. Ну, вам, 27-летние, что с ними делать? Мы просто гуляли. Ну, гуляли как? Пили вместе? Да. А на что пили? Ну, бывали мои деньги, бывали ихние. А что в тот день-то произошло? В тот день они мне позвонили, сказали приехать на сопку, погулять. И в итоге я приехала на сопку, мы начали гулять, и было холодно. И мы там, к знакомому, пошли домой. Вы нам на видео рассказали подробнее все, как это было. Давайте посмотрим на месте. Мы сидели вот в этом вот доме, у знакомого. Просто прилегла, у меня рядом со мной был телефон. Просыпаюсь, смотрю, нет телефона. Но я поняла, кто взял. Я пошла за ним. Я вот здесь, получается, их догнала, спросила про телефон. Вот они меня снесли, получается, палкой, и все, я упала, они меня давай, запинывать. Я, чтобы от них убежать, спастись, я забежала вот в этот магазин. Нас выгнали с магазина, и они меня, с лестницы столкнули и начали бить вот где-то вот здесь. Но где-то вон там снимало 3 или 2 человека. Как я понимаю, это были женщины взрослые, но никто так и не подошел. Люди, получается, вот с этого вот дома вышли, увидели то, что меня бьют, и оказали мне помощь. Слушайте, то есть продавщица в магазине, видя, в каком вы состоянии, я так понимаю, что вы забежали в этот магазин уже в крови. Да. Даже не вызвала полицию? Она сказала, выйдите отсюда. И тут вот 17-летняя и 15-летняя заходят, меня забирают, и все, потом я вообще ничего не помню. Это долго продолжалось все? Да. Ну, сколько? Может, где-то часа 2. То есть на протяжении всего этого времени никто вообще из прохожих, из людей, которые живут в этом доме, никак не отреагировал? Нет, было на видео 15-летняя, насколько я помню, 15-летняя там какому-то мужику кричала, мужик, иди, все нормально. То бишь вообще никто не подходил. Кто-то же их остановил все-таки? Да, насколько я знаю, то, что кто-то вышел покурить на балкон, женщина и мужик какой-то.
мужик вот этот начал, кричать, типа, вы что делаете? И вот они выбежали и вызвали скорую. Мы поговорили со свидетельницей происходящего. Давайте посмотрим. Я вышла на балкон, слышу какие-то крики, смотрю, кто-то дерется. У нас под балконом идет взрослый мужчина с женщиной. Мужчина вызвал полицию, скорую помощь. А больше я в шоке за тех людей, которые проходили мимо и ничего даже не сказали. Посередине этого инцидента подъехал какой-то мужчина. И вот эта Аня подбежала, постучалась в машину, вся в крови. Мужчина, помогите мне, пожалуйста, иначе они меня сейчас убьют. Он выходит с машины, как толкнул ее, сказал: ты что трогаешь мою машину, ты вся в крови, отойди отсюда. И девчонкам сказал: убейте ее дальше. На помощи просила, ты тварь. Там еще маленький ребенок с ними был, мальчик. Он тоже такими матами ругался: давайте ее бить дальше. И угорают, идиотки. Смотри, что делает. Она встать аж не может. Вы когда заявление написали, полиция приехала в итоге или нет? Получается, вот 5-го было избиение, вот они меня на скорую увезли, скорая. И полиция приехала туда, с ними. Спросили, типа, это они тебя били? Я говорю, да. И все. А потом, получается, они меня перемотали голову, уже на скорой. И я сидела там еще, может, час, может, больше часу. Мне стало еще больше плохо, и я собралась и пошла домой. То бишь, как я дошла, я это вообще не помню. И вот 2 дня я лежала, вообще не вставая, то бишь. И, получается, через 2 дня мне позвонил какой-то номер, и я взяла трубку, и мне сказали, типа, алло, это полиция, типа, мы тебя ищем уже 2 дня. И, получается, я приехала туда, в отдел полиции, и все, там начались вот эти вот вопросы, получается. Дело уголовное возбудили? Да, но, как я понимаю, как мне сказали, то, что дело уже это закрыли и дали, который 15-летний 50 тысяч и 17-летний 30 тысяч дали штраф. Понятно. Скажите мне, у вас же не первый инцидент с ними был, да? Да. До этого тоже, да? А из-за чего до этого были драки? Можно сказать, так же из-за кражи. Они у вас что-то воровали? Да. Или вы у них? Нет, 15-летняя у меня недавно тоже вот как-то цепочку, получается, с кармана у меня вытащила и деньги вытащила. И вы ей предъявили? Да. И за это получили? Да. А вы заявление тогда писали? Нет. Почему? Да не знаю, тогда что-то не Вы хотелось единственная жертва этих девочек или нет? Нет. А кто еще? Еще есть девчонка тоже. Раньше мы с ней нормально общались. Они также ее избивали и также на видео снимали. Но они ее до такой степени запугали, что она заявление не писала. Одна из их бывших подруг к нам в студию приехала. Давайте ее позовем. Дарья, идите к нам. Это не дети, это моральные уроды. Их родителей нужно лишить родительских прав. Они избили Анну до полусмерти, избили бабушку до микроинсульта. Их нужно оградить от общества. Садитесь, пожалуйста. Какую бабушку они избили? Там, получается, соседка у них жила, ей около 60 лет. Они попросили у нее сигарету, она им не дала. Они ее ударили по голове, ей делали операцию на голову. А когда это было? Это было в прошлом году. Обращались в органы, но им ничего не сделали, потому что возраст не позволял. Потому что одной было 13, другой 15. Да. Тогда, да. Скажите, а вы-то их знаете, этих девочек? Да, знаю. А что за семьи у них, интересно? Одну маму мы видели, а вторую нет. Семьи у них достаточно неблагополучные. И одна, и другая семья? У одной, у 15-летней неблагополучная семья. Там мама выпивает у них, не воспитывает их. А сколько там детей? Там, живет с мамой 3. А вообще? А вообще 5. Там старшие братья. А папаша есть?
Нет, там отчим. Отчим. Да. И мать с этим отчимом бухает. Да. А та, которая постарше? Та, которая постарше, у нее нормальная семья. Она с моим братом вот училась, у нее и мама строгая такая. Как же эта строгая мама и нормальная семья допустили вот такое? Там, получается, мама раньше с отчимом жила. Отчим там тоже достаточно приличный был, и он ее воспитывал, получается. В кулаке ее держал. А они расстались, и все, она распустилась, и мать не слушает. Правильно я понял вот из предыдущих разговоров, что семья этой 15-летней, она, по сути дела, самозахватом квартиру заняла и теперь там живут? Да, там, получается, младшая сестра 15-летней девочки залезла в окно и открыла двери в квартире. И все, они там живут? Да. И там, получается, дом, он как под снос идет. Там уже кто-то уже квартиры купил, уехал. И вот, они вот залезли в окно и все, там живут. Мы с жителями вашего города поговорили об этих девочках. Давайте послушаем, что они думают. Постоянно лезут до всех, матерят всех, бьют всех. А пьют они? Да, и одна, и вторая. Делов наделала. В прямом смысле, да. Присела и нагадила. Да. И там на 5-м этаже живет парень-сирота. Они там окна ему выбивали. То есть с ними конфликты вот именно с этими двумя постоянно, Постоянно. А толку? Их и забирали, и на сутки закрывали, а никто ничего не делает с ними. В том году девочку какую-то 19-летнюю избили тоже до потери пульса. Она откуда-то там аж ползла до дома. Она заявление не подавала, потому что она очень испугалась. Какую-то женщину они 52 года избили, насколько я знаю. Нет, вот здесь вот как-то мужчина у нас пьяный уснул, они его тут давай бомбить. Часто они говорят, маленьких обижают, деньги спрашивают. Ко мне тоже коснулась ситуация по поводу 2 девочек. Я шла от своего дома, мимо меня шли девочки. Курили, выдули мне дым в лицо. В мой адрес последовали оскорбления. Меня кидали камнями. Со мной вступила в драку. Вторая девочка просто смотрела. То есть они все время так себя ведут? Да. А тогда ответьте мне, Аня, когда они кому-то докапывались, кого-то обзывали, кидались камнями, вы тоже в этом участвовали? Нет. Но это у вас на глазах происходило? Нет, вот то, что камнями, не камнями, то бишь я вообще об этом, можно сказать, не знала. Слушайте, они вам голову камнем пробили, как? Кирпичом. Было же дело? Да, тоже. Это 17-летняя тогда мне пробила голову. Я ничего не понимаю. Кроме того, что банда девочек ходит по городу, терроризирует население. Что делать-то с ними, как вы думаете? Изолировать их вообще с этого города. А куда? В тюрьму. И надолго. Вы тоже так думаете? Да. Детская колония. Но видите, не все, оказывается, так настроены к нападавшим девочкам. Есть человек, который их защищает. Но они раньше воспитывались. Слушайте, давайте узнаем, почему нашелся защитник. Георгий, идите к нам. Здравствуйте, уважаемые жители, дорогие ведущие. Я к вам, чтобы мне легче было. Да? Я приехал к вам на передачу. Нет, давайте вы сядете сначала. Я приехал к вам на передачу, чтобы вот Анечку защитить и тех девочек. Ко мне обращалась их мама. Чья? Мама, одной из девочек старшей. 17-летней? Да. Там очень в школе были проблемы у девочки. Я ходил, ее защищал. А какие проблемы у нее были в школе? Там непонимание между учителями, детьми. То есть я с любой девочкой, в том числе с этой, я нашел общий язык тогда. И тогда бы я все остановил, зная о том, что тогда уже были избиения. Так все-таки что делать с этими девочками, а главное, наверное, с их родителями? Девочек надо лечить с психологом, помочь им восстановиться. Но мы сейчас их, допустим, также и оставим в городе. Так они завтра кого-нибудь прибьют. Объясните мне, Георгий, дорогой, к вам обратилась мать одной из девочек, верно? Да. А как по-вашему, учитывая поведение подростка 17-летнего, почему мать до сих пор не лишена родительских прав? Почему девочки не находятся под опекой государства? Почему? Потому что у нас не работает опека. Это все, что я хотел услышать, тем более, что мне кажется, что это правда как раз. Мы поговорили с мамой одной из девочек,
Разумеется, она ехать отказалась категорически, но кое-что мы от нее А услышали. это с 15-летней или с 17-летней? 17-летняя, это которая вменяемая. Во-первых, Анне, да, 27 лет. Спаивает малолетних детей. Ведь у нее уже штраф был за это. Я в Хабаровск больнице была в августе и говорю, я не знаю, сколько меня не будет. Я говорю, пожалуйста, тихо. Пообещала. Я еще до Хабаровска не доехала, мне уже полиция звонит. А что случилось? Они с Аней с этой подрались. Аня, получается, первая ей нос разбила, а в нее камень кинула и в голову попала. То есть у них изначально уже в августе такое было, а они... Ну, это так. А Понятно. потом они уже начали там опять общаться, что-то. Она у меня вообще хорошая девочка. Она у меня вообще изначально фортепиано занималась, в художественную студию с 6 лет ходила. То есть все прекрасно было. Она у меня вообще тихая, стеснительная. Вот в 13 лет, она, когда мы сюда переехали, вот познакомилась она вот с этой девочкой. И все, вот так вот все покатилось. И когда нету, может ее месяц-два не быть. У меня ребенок вообще дома сидит. Она начинает рисовать, она какие-то подделки делает. Как только эта красавица появляется, все. В этот же день, первый день, мне начинают звонить то с полиции, то с ПДИ. Ну, вообще, конечно, я не хочу, чтобы мою дочь садили, потому что колония ее сломали. Это только хуже будет для нее. А вот отрабатывать я только за, если в подъезде пойдут убирать. Я хочу обратить внимание на то, что проблемы с девочкой начались не сейчас. Мама сама сказала, в 13 лет. И если мама ничего не сделала... До и не 17. сделали, да, они сделали ПДН, органы опеки, Колония ее школа, сломает. Боже в конце мой. концов, да. Колония ее полечит. Смотрите, вот после избиения, ну вот то, что 2 дня там я лежала дома, там это, мне звонила вот эта 17-летней девчонке, звонила мать. Так. И просила, говорит, пожалуйста, типа, я не хочу, чтобы мою дочь посадили, так как она связалась с 15-летней вот этой вот. Типа, если бы не вот это все, то бишь такого бы не было. И как она мне сказала про студию, если я еду сюда, то она сделает все возможное, то, что виновата буду я. Какая прелесть. И когда она сказала про разбитый нос, это я ей, да, ударила уже после того, как она меня... 17, вот эта летняя девочка, взяла меня за волоса и начала на землю меня кидать. Ань, и я ударила ей в нос. Ань, ну давайте на землю спустимся. Вас наказывали за распитие с малолетними? Да. Что было, административка у вас? Штраф. А как это было? Объясните мне. Они, получается, когда мне звонили, мы, хотели погулять, но они уже были... с пивом. И мы просто шли, получается, по сопке гуляли. У них такая привычка, то что если полиция едет, либо там, стоит, у них привычка такая, то что они их начинают материть и убегать. Полицию? Да. И получается, когда они начали обзывать их, и потом полиция остановилась, и мы не успели, убежать, и... То бишь нас забрали всех. Ань, скажите мне, пожалуйста, у вас есть проблемы с алкоголем? Честно? Да, думаю, да. А вы давно выпиваете? Нормально. После даже вот этого, что произошло, стало еще хуже. Вам, на мой взгляд, как специалиста, действительно необходима реабилитация, и длительная, не 1 месяц, минимум год. Мы можем помочь вам подобрать реабилитационные программы, которые будут не в закрытых учреждениях, от которых вы сможете уйти в любой момент. Но они максимально добрые, щадящие, не ломающие людей, при условии, что если человек сам хочет идти на эти изменения. Если вы согласны, то мы этим займемся после программы. Да, согласна. Мы говорим сейчас о 2 подростках, совсем девочках, 15 и 17 лет. Но бывший парень одной из них приехал к нам в студию. Это кто? Давайте Кирилла позовем сюда. Я не знаю, кого тут защищать. Одна выпивает с малолетками, а другие избивают просто людей. Так, Кирилл, вы с кем встречались? С 15-летней или 17-летней? 17-летний. Ага. А вам сколько? 19 на данный момент. А что разошлись? Просто заблокировала меня везде и перестали общаться.
Она всё. вас заблокировала? Да. А долго вы встречались? Месяц, даже меньше. Меньше. А у вас... Рекорд. Ну то есть недолго. Ну то есть, какое-то время же вы вместе проводили? Да. Извините, пожалуйста, за интимный вопрос. А у вас были отношения интимные тоже? Нет. Не Нет. было? Нет. Угу. Понятно. А она вас била? Нет. Ну а вы как её? она себя вела, когда вы с Бил. ней встречались? Выпивала? Вот все рассказывают, что она руки свои распускает. Это правда? Ну, при мне я не видел, чтобы она распускала руки. При мне она тоже не выпивала. И то мы очень редко виделись, поскольку я работал. То есть вы за этот месяц сколько раз виделись, пока встречались? Да раза 3. А подругу... Вообще рекорд. А подругу ее, вот эту младшую, вы знаете тоже? Она же с ней неразлучна вроде. Я ее видел один раз вместе с ней. И потом, когда мы перестали общаться, я больше с ними не контактировал никак. Либо. Ну что, она борзая, нет, тоже малая? Да. Понятно. 15-летняя. Просто мы с ее мамой тоже поговорили, естественно. Она тоже отказалась ехать. Но кое-какие комментарии есть. О, это очень интересно. Она сюда приходила с пивом и орала на нее. Аня? Конечно. А если бы она не вытянула, ничего бы не было. То есть это в этот день было даже? Да, вот в этот день мы стирались, вхожу, Аня с пивом здесь. Если бы не пришла, не позвонила, может бы и ничего бы не было. Она частенько так девчат зовет пиво попить? Конечно. Мгм. Но Она их испаивает. А пытались как-то ей говорить, что не ходи сюда, Ань? Да я сколько с ней ругалась, что толку? Она не сюда придет, так она позвонит, они идут туда. Когда вот произошло, сама испугалась? Конечно, она там плакала, когда нас вызвали. Конечно, испугалась. А если бы убили, так бы жестко бить, это вообще... А что в итоге следователь говорит? Что вот по делу-то сейчас у них? Не знаю, такого он ничего не говорит. 213 статья. Хулиганство там вообще написано. Скорее всего, мамы этих потрясающих девушек смотрят. Да, я хочу обратиться к ним, что, знаете, конечно, ни одной матери, не дай бог, пожелает, чтобы ребенка посадили, но вот лично я мать, и я не хотела бы, чтобы мой ребенок столкнулся вот с такими людьми, не дай бог. Поэтому я бы не давала никакого шанса на какие-то исправления. Вы мне извините, но это ваш провал как родителей просто, как членов общества. И я думаю, что огромное количество людей предпочтет увидеть этих детей, к сожалению, уже в исправительном учреждении, чем просто рядом со своими детьми на улице. Я хочу сейчас у Ани уточнить. Вы действительно приходили в тот день с пивом? Нет. Меня вообще там с пивом не было. Ага, понятно. Насчет пива, вот этого всего. По факту, Аня покупала, да, было дело им, как они мне сами говорили. Но чтобы приходить к ним домой без приглашения вот так просто, мне кажется, никак. Потому что так как они сами бывали ко мне, подходили, сами. Поскольку мне 19 лет, и сами меня уговаривали купить им. С балкона даже. Я говорю, нет, я не выйду. Я не покупаю малолетним. Я не покупал им. Слушайте, вы, наверное, не поверите, но нам удалось пообщаться и с одной из нападавших тоже. Давайте ее послушаем, а потом как раз с малой. Да. С 15-летней. Мы взяли у нее телефон, мы пошли, она начала нарываться на провокацию, но мы ее отвлекли. Мы ее вообще изначально не трогали, мы разговаривали, стояли. Все, потом она говорит, отдайте, телефон. Такая говорит, мы не крысы, сфигали бы, мы тебе что-то отдавали, мы его даже не брали. Ушла на метров 15 и кричит нам, я вообще лицо набью. Мы ее догоняем, Говорим, кто у тебя телефон, с крысы? Она такая говорит, я не знаю. Я говорю, так а зачем ты нам, предъявляешь? Ничего, давай сейчас будешь, говорю, за свои словечки, по лицу получать. Потом мы ее повалили, начали пинать по башке. Жалеете? Вообще прям. Ее жалко или... Вообще саму себя и маму тоже. А до этого были стычки с Аней у тебя? Да, были. Мы не дрались, ничего, так повалялись. Потом пошли погуляли, поугорали. У нас все было нормально, мы как-то приходили к ней, даже ночевали у нее. Мы вместе на речку ходили. И мы всегда втроем как-то ходили. А хотелось бы с ней потом общаться? Нет, мне такие происшествия больше не нужны. А она сама пыталась как-то на связь выходить? Да, пыталась. Она как-то мне неделю-две писала, привет, что делаешь? Она всегда, она такая. Это правда, вы им писали? Нет.
Мне сказали, ну, вообще с ними перестать общаться. Они у меня были везде в черном списке. Но 15-летняя то от своей матери мне писала: убери из черного списка, что поступаешь как мышь. Ну, вот так вот. И то бишь я все номера добавляла в черный список. Но так как они знали, ну, знают мой адрес, они в 2, бывало, в 3 часа ночи Это приезжали. после избиения? И до, и после. Они стучали мне в двери, и я им говорила, что, типа, ну, если сейчас не уйдете, то я буду вызывать полицию. Кирилл, я так понимаю, что у вас сейчас новая девушка? Есть. И вы с ней больше, чем 3 раза виделись? Да. Я больше с с ней живу. Вам тоже досталось, да? От них? Да, мне досталось. От кого именно? Именно сначала налетела 15-летняя, но ее Кирилл оттащил от меня. Но потом 17-летняя сзади подошла и с кулака мне по затылку. Мы шли с Кириллом в магазин, и слышим сзади на нас это... Просто они маты и не маты, просто в нашу сторону угрозы. Какие угрозы? То, что сейчас меня пойдут запинают, то, что обматерят и все такое. Так, и в итоге они вас ударили? Да. А почему вы не пошли, не написали заявление? Мы пока ждали полицию, они уже все разбежались. Ну, полиция приехала? Полиция приехала, но они не стали заводить дело. Я могу объяснить, почему. Почему? Когда я полицию вызывал, они сначала стояли, ждали, когда мы выйдем с магазина. Они прям бывали, заходили в магазин, орали нас там матом, их с магазина выгоняла продавщица. Получается, я когда сказал, ну, сейчас, правда, приедет полиция, типа, или уходите, или ждите, сейчас буду заявление писать. Они убежали. Получается, я звоню своим друзьям, объясняю так и так такую ситуацию, нахожу, с кем они общаются. С кем дружат, с кем общаются. Все, их просят успокоиться. Они успокаиваются, мне звонят, говорят, можешь выйти пообщаться с ними. Я в этот момент начинаю с ними общаться, разговаривать. Говорю, что у меня видео как бы есть. Что, давайте я себе заяву напишу и так далее. 15-летняя, давай сразу слезы. Просить, умолять, что не надо, не пиши заявление. Я такой, а как делать, как поступать будем? Или вы сейчас извиняетесь, прямо перед Ульяной, или я заявление пишу. На вас двоих. Так они извинились, что ли? Они извинились. Ты пришел сюда с пафосом, что их сажать нужно. А как же их посадят, если вы заявление не написали? Я изначально не знал, что они кого-то еще до нас избили и так далее. Я когда узнал то, что вот ее избили, я шокирован был. Когда мне прислали это видео, я сразу же позвонил, начал интересоваться, как с ней, как у нее здоровье, давай приду, чем помочь. Ну ладно, слушайте, вам детский лепет позволителен, поскольку вы недалеко ушли от детского возраста. Но вот сейчас мы посмотрим комментарий комиссии по делам несовершеннолетних, которые они нам дали. Если кто-нибудь из вас хоть что-нибудь поймет, ну, то есть у меня сразу возникает вопрос. И? Глянем. В поле зрения субъектов профилактики обе несовершеннолетние уже несколько лет. Обе отличаются ярко выраженным антиобщественным поведением. Курят, употребляют алкоголь, сбегают из дома, хулиганят. С 2024 года обе состоят на учете в полиции. И сами девушки и их родители не раз привлекались к административной ответственности. Заинтересованные ведомства приложили все возможные усилия к тому, чтобы выправить поведение подростков до приемлемого в обществе. Девушкам предлагали психолого-педагогическую помощь специалистов, пытались вовлечь во внеурочную деятельность, в работу молодежных волонтерских общественных объединений. Им не раз разъясняли нормы закона и ответственность за совершение правонарушений. Вместе с тем, законные представители девушек самоустранились от их воспитания, расписываются в собственном бессилии, утверждают, что не могут повлиять на поведение дочерей, не всегда идут на контакт с субъектами профилактики. И где исковое заявление в суд об ограничении лишения родительских Где лишение прав? родительских Они прав? констатируют факт, что родители самоустранились, дети стоят на всех возможных учетах и в полиции, и где только не стоят, и ВОЗ и ныне там. И мы Да тоже что... сами самоустранились. И вот комментарий Следственного комитета. К чему приводит такая работа? К комментариям Следственного комитета. Молодцы.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по информации, распространенной в СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении 2 несовершеннолетних жительниц Биробиджана. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, совершенное группой лиц». В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. У меня вот вопрос к вам, Анна. А вы, когда попали в медицинское учреждение, да, с этими травмами, вам кто-нибудь направление на освидетельствование выдавал? Та же полиция, вы сказали, которая вас через 2 дня нашла. Нет, получается, когда мне сказали приехать в больницу, я приехала вот в течение 2 дней. Ну, то есть ущерб здоровью не установлен. И получилось так, что побоев никаких не сделали. Они как записали то, что там на голове, там, допустим, там 2-3, типа, короче, просто ссадины. В общем, ситуация такая. Как должны были поступить правоохранительные органы с процессуальной точки зрения? В первую очередь, либо выдать направление, либо получить отказ от Анны от свидетельствования для установления вреда здоровью. На основании того, что у Анны, в отношении Анны не было освидетельствования, то они пришли к выводу, что квалификация только хулиганство. Давайте хоть что-нибудь. Но на самом деле здесь как минимум, я, конечно, не эксперт, судмедэксперт, но как минимум средней тяжести вред здоровья есть у вас и был. А это уже 112-е. И согласно 20-го Уголовного кодекса, девочки бы несовершеннолетние были бы привлечены, в том числе и к этой статье Уголовного кодекса Российской Федерации. А что сейчас делать-то? Вопрос только в том, как теперь доказывать характер повреждений. Есть фото, есть видео, но ее врачи изначально не осматривали. Нет, но они же в скорой ее осматривали. Вот вопрос в том, что какие документы есть. Значит, надо как-то это есть, заключение да, потребовать. Но этим надо заниматься. А вы сможете ей помочь? Смогу. Да. Отлично. Спасибо огромное. В данном случае, что я предлагаю, так как процессуальный порядок был нарушен, да, вы вовремя не освидетельствовали побои и все прочее, я бы заходила с точки зрения именно кражи. Группа лиц по предварительному сговору умышленно украли собственность, телефон. Это уголовка. Она, причем, дала признательные показания. Сама сказала, да, мы взяли телефон. То есть кража, все. Поэтому пускай они идут и думают о своем поведении именно в местах не столь отдаленных. И вот я хочу сказать вообще, что с вами не так? С теми, кто смотрел в окна и снимал, с теми, кто проходил мимо, с продавцами в магазинах. Что с вами не так? Аня, значит, вот совершенно очевидно для всех стало, что если ты выдержишь, если то решение, которое ты сейчас приняла, оно осознанное и настоящее, у тебя будущее есть. Если нет, вот так же или они затопчут, или кто-то другой, или ты в пьяном виде сама на что-нибудь напоришься, понимаешь? Тогда будущего нет совсем. Поэтому, раз согласилась, иди до конца, ладно? Счастливо. Что с ним происходит, как он развивается, ничего об этом не известно. А чего вы заплакали? Я сентиментальный просто. А чего вы хотите? Чтоб со мной был. Хотя бы по дням. Типа 2 дня там, 2 дня там. Вы бы могли жить 2 дня у мамы, 2 дня с женой? Да. Единственное, что ребенок очень активный, и мы с ним не сидим на месте. Так вы почему запретили-то ему с ребенком видеться? Я говорю, кто тебя обижал? Он говорит, папа. Твой ребенок нужен больше мне, чем тебе. Он с ребенком дома по ночам, а она гуляет и бухает. Вы кто этому ребенку? Ну, получается, мачеха. Нет. Вы жена его папы. У ребенка есть герпес 6-го типа. Почему она позволяет, чтобы ребенка все целовали в губы? Он заражает весь двор. Видя невменяемость вашу и вашего супруга. Я бы ей сейчас как умазала бы, она бы исчезла бы тут. Жалко нельзя. Знаешь? Знаю. Я думала, вот никто не поверит, что в этом мире такого нет. Чего? Расскажите нам-то, нам же интересно.